Здравствуйте, друзья! Юпитер – это остывшее Солнце, тайна солнечной короны. С древних тысячелетий люди считали, что Земля, как и другие планеты, является живым организмом с костной структурой и другими органами жизнедеятельности. При этом температура внутри планет и звезд находится в пределах 300-350 градусов Цельсия. Астроном Вильям Гершель в 1795 году писал о том, что звезды – это большие планеты, но с ярким свечением. Согласно преданиям Востока, около 40 тысяч лет назад планета Солнце стала звездой вместо Юпитера, который, утратив яркость свечения, стал планетой. Сейчас известно, что Солнце имеет форму шара с твердой поверхностью, многослойной атмосферой, аурой, радиационным и геомагнитными поясами. Яркое свечение вокруг Солнца образуется в верхних слоях его атмосферы – короне. Поверхность самого Солнца защищена от температуры короны многослойностью его атмосферы, толщина которой равна более 40 тысяч километров. Нашими исследованиями последних лет удалось приблизиться к разгадке процесса образования высокотемпературного свечения в короне Солнца, чего нет у других планет, в том числе и у Юпитера, считавшегося ранее звездой. Одну из первых попыток объяснить повышенную энергетику Солнца сделал в 1842 году астроном Майер, который предположил, что звезда пополняется падающими на него необычными метеоритами. Подтверждением этому может являться падение на Солнце в феврале 1994 года гигантской глыбы материального тела, которая внедрилась в поверхность звезды без какого-либо выброса грунта. Из газет известно, что в конце июля того же года на Юпитер упало громадное тело, тоже без выброса грунта. Через несколько месяцев в газетах появилось сообщение о появлении у поверхности Сатурна огромного тела, которое перед падением разделилось на несколько частей и поочередно внедрялось в поверхность Сатурна в течение 4 дней, как бы выбирая место падения. По легендам Востока известно, что корабли больших строителей космической цивилизации бороздят космос, транспортируя различные материалы для создания и функционирования необходимых объектов на звездах и планетах. Упавшее на Солнце в 1994 году материальное тело было внедрено в поверхность коры у западной гряды известных белых и черных пятен. Установлено давно, что белые пятна обладают положительными, а черные пятна – отрицательным магнитным полем. Эта гряда заглублена в поверхность Земли и простирается с запада на восток более чем на 40 тысяч километров. Она является южным энергоисточником, участвующим в образовании яркого коронного свечения звезды. Другой заглубленный энергоисточник находится в северной части Солнца, на месте видимых спланированных геометрических форм неприродного происхождения. Между южным и северным энергоисточниками имеются тоннельные коммуникации. В районе экватора от этих тоннелей вверх в атмосферу уходит мощный поток энергии, возбуждающий свечение в слоях короны. Можно предположить, что подобный энергопоток с энергоцентрами был также и на Юпитере. Не исключено, что подобные сооружения имеются также и на других звездах Вселенной. Яркое коронное свечение вокруг Солнца происходит на высоте внутреннего радиационного пояса, разделенного дискообразным энергослоем на северную и южную части. Именно поэтому ДЭС идут основные жизненные энергопотоки между Солнцем и космосом в обоих направлениях. Оказывается, что ранее древние цивилизации могли создавать яркое внешнее свечение в малых и больших шаровых светильниках. Такие светильники имелись до новой эры в храмах Египта, Римской империи, Ближнего Востока. Исследователь, полковник Фассет, в начале 20 века писал, что в Бразилии в недоступных лесах бассейна реки Амазонка находились шаровые светильники, освещавшие весь город. Эти светильники обладали внешним ореолом свечения, в то время как сами слоистые шары могли быть непрозрачными. Ранее на Земле подобные светильники имели разные конструктивные решения больших и малых размеров. Любопытно, что подобная вечная лампа была продемонстрирована в 1845 году в зале Вольного экономического общества Петербурга изобретателем Борщевским. В заявке своего изобретения автор сообщал, что в стеклянном шаре находятся 2 острых кусочка плавикового шпата флюорита из гранитных гор Сибири. Эти кусочки плавикового шпата ярко светятся от гальванической батареи, не плавятся и работают вечно, потребляя небольшой ток. Об этом сообщается в книге Тихого «Эстафета Великого Открытия», издательство «Советская Россия», 1971 год. В устройствах экваториальной части энергоканала на Солнце наверняка тоже имеются материалы флюорита.
Очень интересная теория. Спасибо, что слушали статью. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.